в тюрьме строгого режима. Черный орел, расположенный в отдаленной и безлюдной местности, где мрачные стены, подобно тюремным клеткам, давили на психику, доживал свои последние дни заключенный по прозвищу Серый. Его настоящее имя — Грей Робертсон, или, как его неофициально называли другие заключенные, просто Грей. Дни здесь проходили медленно и тягуче, а часы тянулись как вечность. За пределами его камеры раздавались шаги, звуки, которые, казалось, никогда не заканчивались, но в самом сердце этой холодной стены времени он все равно оставлял небольшую надежду на спасение. Он чувствовал, как время, подобно тени, следило за каждым его движением, раненая мысль о приближающейся смерти грызла его изнутри. Диагноз был ужасен. Рак терминальной стадии. Врачи, которые, кажется, сжалились над его судьбой, без обиняков сообщили ему, что у него осталось не больше месяца, максимум пара недель, и он уйдет навсегда. Каждый новый день обрушивался на него, как черная туча, напоминая ему о том, что его жизнь истекает. Это было бы тяжело для любого человека, и Грей не являлся исключением. Прощаясь с миром, он чувствовал, что его мечты и надежды уходят вместе с его жизнью, оставляя лишь пустоту и одиночество. Грей не был жестоким преступником. На самом деле его история начиналась как трагедия, которая могла произойти с каждым, и он не был исключением в этом жестоком мире. Все началось с самообороны. Он просто защищал свою жену от пьяного соседа, который регулярно доставлял им множество неприятностей своими выходками. Тот удар, который он нанес, оказался смертельным, и последствия этого поступка обрушились на него с такой силой, что сокрушили все его существование. Суд, не поверив в непреложность произошедшего в тот роковой вечер, не принял его объяснения и приговорил мужчину к 12 стеклянным годам лишения свободы. Все его попытки объяснить свою версию событий оказались тщетными и бесполезными, как и его мечта о скором освобождении. Жена покинула его через год, оставив лишь воспоминания о том, как когда-то они были счастливы. Она не могла больше переносить грусть и разочарование, которые царили в их жизни, и как только Грей был осужден, рухнула в пропасть отчаяния, отправившись в совершенно другое направление. Родители, не дождавшись его освобождения, также ушли в мир иной, что окончательно обрушило Грея в пучину горечи. Память о них цепляла его, как незаживающая рана, всегда, когда он думал о том, что утратил. Единственным живым существом, которое когда-либо его помнило и любило, оставалось его любимое животное — собака по кличке Рекс. Это была немецкая овчарка, которую Грей подобрал, когда она была бездомным щенком, выброшенным на улицу, и, обретя друг друга, они стали настоящими товарищами. Для Грея Рекс стал не просто питомцем, а настоящим другом и защитником, с которым он прошел через множество радостей и горестей. Их дружба была такой же крепкой, как сталь, и каждый день они проводили вместе, делясь счастливыми моментами. Теперь, когда он заперся на жестком матрасе своей камеры и чувствовал, как его тело обессиливает, перед смертью он умолял охранника: «Пожалуйста, пусть приведут ко мне Рекса хоть один раз.
Я хочу попрощаться с ним». Его голос звучал почти слабо, но полон искренности, как одинокие крики души. Начальник тюрьмы, суровый человек с 20-летним стажем работы, который всегда привык действовать по строгим правилам, неожиданно сжалился над его просьбой. Он знал, что Грей вел себя тихо, никогда не создавал неразберихи и помогал в тюремной библиотеке, чем искренне заслужил уважение. Не раз он даже спас охранника во время беспорядков, и тот не мог не чувствовать симпатии к человеку, который, несмотря на то, что оказался на темной стороне закона, все же сохранял в себе доброту и человечность. Разрешение было получено, и Грей почувствовал, как волна надежды охватывает его внутренний мир. В день встречи Рекса собаку привезли волонтеры, и он выглядел немного старше, но тот же преданный друг, которым был прежде. Собаке было уже 10 лет, очень преклонный возраст для чабана, который провел множество бродяжеских дней на улице, выживая в непростых условиях благодаря смелости и находчивости. Когда дверь камеры открылась, все замерли в ожидании, потому что в воздухе витал заряд эмоций. Но вместо радостного воссоединения произошло нечто странное. Рекс, обычно дружелюбный и послушный, вдруг ощетинился, зарычал и даже не узнал своего хозяина. Грей осторожно протянул руку, пытаясь сделать первый шаг к своему четвероногому другу, но пес отпрянул, как от чужого человека, словно в его глазах не было ни капли доверия. «Рекс, это я», — произнес Грей с дрожью в голосе, наполненным надеждой и слезами. Но собака только скулила, прикрываясь волонтером, как будто искала защиту от чего-то незнакомого. Охранник, наблюдавший за этой сценой, нахмурился. Он знал одно — собаки не забывают своих людей, и если Рекс сейчас так себя ведет, значит, причина должна быть в чем-то другом. Мысли вертелись в его сознании, и он решил выяснить правду. «Когда вы в последний раз видели собаку?» — спросил он, внимательно изучая Грея. Тот опустил голову, мурашки пробежали по спине, когда он произнес: 4 года назад. Жена тогда еще писала, что он жив. Напоминания о нем, они были единственными связующими звеньями с тем временем, когда жизнь была куда более светлой и счастливой. Доброволец побледнел, пораженный последними словами Грея. Он произнес с растерянностью: «Мы забрали Рекса из приюта 6 месяцев назад. Его хозяйка, твоя бывшая жена, сдала его, сказав, что его хозяин умер». Грей сжал кулаки, его горечь и ярость накрыли с головой. Значит, она даже не сказала собаке правду, не оставив надежды увидеть своего хозяина снова. Она предала не только его, но и их дружбу, разрушив связь, которая связывала их. В момент, когда он это осознал, в его душе что-то надломилось, и недовольство зажгло в нем гнев. Но среди этого упадка надежды произошло нечто удивительное — чудо. Все считали, что встреча провалилась, и что Рекс больше никогда не узнает своего хозяина. Но потом, словно что-то доносилось до его собачьих инстинктов, Рекс медленно подошел к Грею, обнюхал его руки, затем лицо. С каждой секундой ощущение узнавания становилось все более сильным. И вдруг он вздрогнул, как будто внутри него пробудился былой дух, который он потерял. В его глазах мелькнуло узнавание,
словно вспыхнула искра. Собака отчаянно скулила, прижимаясь мордой к груди мужчины, словно пытаясь сказать: «Прости меня, я сначала не понял, ты так изменился». Грей, не выдержав этого момента, обнял его крепче, и по его лицу текли слезы, горькие, но полные облегчения и прощения, с надеждой на то, что когда-то было потеряно, теперь снова нашлось. «Он вспомнил», — прошептал охранник, у которого на глазах тоже блестели слезы, полные радости и умиротворения. Но радость была недолгой, и любовь, казалось, подводила финальную черту. Всего 2 дня спустя Грей ушел из жизни, оставив этот мир с улыбкой на лице и полной душой, заполненной воспоминаниями о драгоценной дружбе. Но перед самой смертью он подписал необходимые бумаги, позволяющие Рексу попасть в программу кинотерапии для работы с заключенными. Теперь этот верный пес, который больше всего на свете любил своего хозяина, посещает ту самую тюрьму, где он провел свои последние минуты со своим любимым человеком, помогая другим за решеткой держаться на плаву. Рекс, собака с чистым и бесконечно добрым сердцем, теперь помогает другим людям за решеткой сохранить свою человечность, поддержку и надежду в жизни, несмотря на самые трудные обстоятельства, с которыми они сталкиваются каждую секунду. А охранники говорят, что всякий раз, когда Рекс проходит мимо камеры 14, той, где жил Грей, он всегда ненадолго останавливается и, тихо всхлипывая, смотрит на пустую камеру, как будто здоровается с тем, кого он любил всем сердцем, с тем, кто ушел слишком рано